Снег над северной тайгой падал густой стеной, будто небо хотело скрыть все, что когда-то принадлежало людям. Холод обжигал дыхание, а лес вокруг казался бесконечным и настороженным. На одинокой заснеженной дороге стояли двое детей – Артем и его младшая сестра Ника. Автомобиль родителей исчез в темном лесу 10 минут назад, и лишь последняя дрожь мотора эхом висела в памяти. Артем, которому только исполнилось 10, старался выглядеть взрослым. Он заметил то, чего Ника не видела. Слезы в глазах матери, мертвую тишину в машине, напряженное лицо отца. И потому, когда Ника прошептала вопрос о том, вернутся ли родители, он ответил уверенно, хотя внутри уже поселился страх. Часы тянулись бесконечно. Снег залезал под одежду, пальцы деревенели. В рюкзаке почти ничего. Банка тушенки, кусок хлеба, нож и спички. Будто не двое детей стояли в таежной глуши, а солдаты, забытые на учениях. Постепенно Артем понял. Стоять на месте значит замерзнуть. Он взял Нику за руку, и они пошли по узкой тропе, теряющейся в белой дымке. Дорога казалась живой и чужой. Ветки трещали от мороза, невидимые птицы кричали вдалеке. Ника устала быстро, замедляла шаги, но брат подбадривал ее так, как мог. Когда силы почти закончились, впереди вспыхнул теплый свет, сначала едва заметный, затем яркий, словно огонек, который не может быть случайностью. На небольшой поляне стоял дом, деревянный, ухоженный, с резными наличниками и дымом, поднимающимся из трубы. От тепла в окнах веяло спокойствием и безопасностью. Дверь открылась сама, будто почувствовала их шаги. На пороге стояла женщина, высокая, с седой косой и внимательным, спокойным взглядом. Без удивления, без пафоса, словно знала, что дети придут именно в этот день. Она впустила их в дом, где пахло хлебом, травами и теплом печи. Дом внутри был словно живой. Мягкий свет, одеяло, горячий суп на столе. Ника мгновенно согрелась и расслабилась, а Артем все еще настороженно держал сестру за руку. Женщина, дети стали называть ее про себя «мама Агава», будто читала их мысли. Она сказала им, что здесь они в безопасности. И в тот момент Артем впервые поверил. Дни в доме текли так, будто время растаяло. Дети помогали приносить дрова, учились слушать лес, который, по словам Агавы, сам выбирает, кого впустить. Иногда Артему казалось, что кто-то невидимый следит за ними по ночам, не угрожающе, а как хранитель. Но однажды тишину прорезал грохот мотора. Грубый, резкий, слишком реальный для сказочного дома. Женщина посмотрела на детей печально, будто знала, что этот момент неизбежен. Она сказала, что их путь зовет дальше. За дверью стояли спасатели и родители, измученные, дрожащие, с глазами, полными вины и страха. Мать прижимала Нику так крепко, будто боялась снова потерять. Отец смотрел на Артема, не находя слов. Артем обернулся, чтобы поблагодарить женщину, но дом исчез. На его месте была только пустая поляна, ровная, как будто там ничего никогда не стояло. Лишь легкий ветер прошелестел между деревьями, будто говоря прощальные слова. Дети вернулись домой другими. Тайга оставила след в их сердцах. Она показала им страх, тепло и тайну, которую никто не сможет объяснить. И Артем знал, чудеса существуют, просто не всегда остаются видимыми.